Северная столица Египта, потрясающий исторический город Александрия. Я остановилась в красивом старинном отеле, который находится сзади меня. Называется он Штайгенберг Сесиль Хотель. Находится на самой набережной Корниш. И из окна моего номера открывается потрясающий вид на Средиземное море. Сегодня я покажу вам отель, который еще совсем недавно назывался Софитель, а сейчас относится к линейке Штайген. Старинный, скорее напоминающий музей, с необычным декором и интерьером, но с современными удобствами. Итак, вперед! Посмотрим, что же предлагает своим гостям Штайгенбергер Сесиль Хотел. Отель с первого впечатления напоминает музей. Здесь все такое старинное, красивое. Хотя статус у отеля 4 звезды. Но тем не менее, мне кажется, что очень даже достойно. Давайте смотреть. Небольшой, но уютный ресепшн украшен свежими цветами. Портье в красных пиджаках, а хаускиперы в синих немного мне напомнили актеров каких-то старинных фильмов. Да и атмосфера в целом перебросила меня в далекое прошлое. Мне очень нравится лифт в отеле. Я, честно говоря, с таким сталкиваюсь впервые. Хотя нечто похожее было в одном из хостелов в Каире, в очень старом доме. Но здесь все выполнено очень достойно. Ну, в общем, такое дорого-богато. Сесиль был построен в 1929-м французско-египетской еврейской семьей Мецгер. Стены отеля повидали много знаменитостей, в их числе Уинстон Черчилль и Аль Капоне. После египетской революции 1952-го Мецгеры были изгнаны из страны, и отель перешел во владение правительством. Но законные владельцы так просто не сдались. Велись долгие судебные разбирательства, и в 2007-м Сесиль был возвращен хозяевам. Впоследствии семья Мецгер продала отель правительства Египта. Но все это уже давняя история, а я вас приглашаю заглянуть в мой Single Sea View. В номере оказалось 2 кровати, хотя если я живу одна, то предпочитаю одну большую. Порадовал размер комнаты, большой и просторный. Мягкое ковровое покрытие, телевизор, где мне удалось отыскать один русский канал, и, конечно же, главное достоинство номера категории Sea View. Потрясающий вид на Средиземное море и длинную набережную Корниш. С линейкой Штайгенберг я знакома очень даже неплохо. Один из моих любимых отелей в Хургаде – это именно эта сеть. Заглянем в ванную. Ничего сверхъестественного, но есть все необходимое. Кстати, напоминаю, что отель относится к категории 4 звезды. При этом здесь были как банный халат, так и комнатные тапки и другие принадлежности, которые чаще встречаются в отелях категории 5 звезд. Традиционный чайно-кофейный набор, питьевая вода в количестве 2 бутылочек в виде комплимента. Очень важная вещь для отдыха зимой – это, конечно же, кондиционер, который работает на обогрев. Я переживала, потому что в описании к этому отелю не указано, есть ли обогрев на тепло. К счастью, работает, в номере очень тепло. Ну и вы видите, что из окошка у меня замечательный вид на море, средиземное, красивое и очень волнистое. Как и все отели, Сесиль предлагает бар за отдельную плату. Что же у нас здесь? Итак, орешки, вафли, чипсы и печенье Орео. В холодильнике я нашла безалкогольный набор, всего лишь 1 баночка пива. Ужинать в свой первый вечер я решила в номере с видом на море. Сегодня я решила поужинать в номере. Купила себе очень скромный египетский фастфуд, бутылочку пива. Кстати, в Александрии здесь на каждом шагу магазины под названием Drinkens. И буду кушать с видом на Средиземное море. Атмосфера просто непередаваемая. В течение дня
Этот пейзаж менялся множество раз в зависимости от солнца, света и погоды. Давайте прогуляемся по самому отелю. Сесиль Хотел – отель городской. Бассейнов, спа и прочих развлечений здесь не предусмотрено. Обычно люди останавливаются на несколько ночей, чтобы посмотреть город. Я обнаружила небольшой конференц-зал, ну и несколько кафе, в которых можно уютно и комфортно посидеть. Вот одно из них, где мы провели очень замечательный вечер. Вот так оно выглядит днем, а вечером мы попали даже на шоу-программу. Здесь была живая музыка. Правда, людей было совсем немного. Но вид из моего окна я считаю главным достоинством и развлечением этого отеля. Из питания я решила, что мне достаточно будет только завтраков. Давайте же посмотрим, чем кормят в Штайгенбергер Сесиль Хотел. Лосося и красной икры не было, все-таки отель 4 звезды, но вот все остальное было в большом количестве и очень вкусное. Каждый раз я приходила завтракать примерно в половине 10 и наслаждалась тем, что в ресторане было мало людей. Хочу отметить очень дружелюбных сотрудников ресторана, поваров. Находиться на завтраке мне было безумно комфортно. Естественно, классические египетские блюда, различные гренки, большой выбор сыров, выпечка, фрукты. Не мог не порадовать свежевыжатый сок, а также свежесваренный кофе. В общем, завтракам, как и всему ресторану, я ставлю твердую 5. Фрукты были как в нарезанном виде, так и целые яблоки, сливы. После такого завтрака мне не хотелось кушать примерно до ужина, поэтому я сторонник того, что в отеле нужно непременно заказывать завтрак. Очень приятно было, вернувшись с прогулки, увидеть в номере маленькие такие замечательные приятности. Кстати, давно не вертели ничего из моих ночных рубашек. В общем, это душевно. Думаю, вам уже понятно, что возле окна я провела достаточно много времени. Хотя, конечно же, я успела погулять и посмотреть много удивительных мест в Александрии. Кстати, один из дней моего пребывания оказался очень дождливым, поэтому теплый номер и балкон с красивым видом оказались явным бонусом в моем зимнем путешествии в Александрию. Вот и подходит к завершению мой небольшой сказочный уикенд в Александрии, который я провела в отеле Штайгенберг Сесиль Хотел. Могу поставить твердую 4 с плюсом этому отелю. В целом качество, доброжелательность, атмосфера мне очень понравились. Маленькие-маленькие нюансы с менеджментом отеля чуть-чуть занизили мою оценку. Но это уж специфика страны пирамид, с этим ничего не поделать. Но отель, естественно, я рекомендую для посещения. И главный совет – непременно бронируйте номер с видом на Средиземное море.